Так. Привет всем красноглазым друзьям. В связи с обновлением от проекта Клонос и сборкой 19.09 хочу записать небольшой подкаст, обзорчик нововведений. Нововведения здесь описаны. Это самая интересная, наверное, вещь, это поддержка Cloud Init. Кто не знает, можете посмотреть мой докладик несколько месяцев назад о Cloud Init в CBSD, как реализован, как он работает, вообще что, с чем его едят. Здесь я буду показывать. Также в этом билде исправлено несколько SQL инъекций, причем, что здорово, очень прислали эти инъекции, ошибки, публика, которая просто посмотрела код. Код открытый лежит, там доступный всем. Сделал несколько замечаний, и, собственно, вот исправления поступили, что хорошо, код становится стабильнее, там люди ревьюят, прекрасно. Также взят патч по 9FS. Кстати, может быть, он в первой версии был, я не помню, поэтому решил отметить, что он есть. Кто не знает, это shared folders, если говорить по VirtualBox-ному. И также есть патч, который исправляет проблему в режиме FrameBuffer, вывод в графическом режиме в некоторых дистрибутивах. Замечено это в Kali Linux и Parrot. Я, кстати, зарепортил по этой проблеме MailList информацию. Это больше workaround, чем фикс, потому что совсем правильный патч, нужно ждать его от мейнтейнеров Beehive. Я всего лишь здесь раскопал причину, проблему, показал, как можно это исправить, а дальше уже дело более умных людей. Так. Cloud Init. Так, сейчас день. Давайте на светлую сторону перейдем. Cloud Init — это фишка виртуальных машин. Поэтому идем. Виртуальные машины в Клонос — это сейчас Beehive. Вот есть планы по интеграции также Zen. Поскольку CBSD прекрасно работает Zen, то грех не впихнуть в Клонос еще и поддержку Zen, но пока это Beehive. Вот появился у нас пункт Cloud Images. То есть первый пункт — это классический метод. Это установка через ISO, запуск инсталлятора, там такая обезьянья работа по выбору диска, созданию пользователей. Вот. И второй вариант — это как раз Cloud Init. Как раз для того, чтобы пропустить эту обезьянью стадию и получить сразу рабочую систему. Образов заметно меньше, но со временем будет расширяться. Давайте попробуем создать самую интересную виндовую машину, потому что с Unix я уже в CBSD показывал. Как это все работает, с виндой пока еще не было. Здесь от нас требуется указать несколько статических параметров. Сеть у меня 172.16. Так. Кстати, я показываю это на своем ноутбуке, в котором не самый быстрый процессор, поэтому будет не очень быстро все работать. Так, виртуальная машина пошла создаваться. У меня образы все выкачаны, поэтому ничего здесь ожидать в плане скачивания не нужно. То есть виртуальная машина создается довольно быстро. Запускаться тоже должно быстро. Так. Зря обновление не написал. Он, скорее всего, сейчас перезагружается. То есть Cloud Init, он как работает? Он получает параметры, которые ему подсовывает на
жестком, на CD-ROM виртуальном под советом CBSD. Считывает конфигурацию, и вот в случае с Windows он как бы ее перезагружает. То есть у нее есть одна экстра перезагрузка, скажем так. Ну еще пока запускается. Давайте ждать. Кстати, можно, наверное, пока показать P9FS, как работает. Здесь у меня есть сносочка, что это пока не покрыто UI. То есть UI это, собственно, клонос, а CBSD это бэкэнд. Вот это первая перезагрузка винды сейчас идет. Значит, она еще не перезагружалась. IP-адрес я ей выдал 233. Так, это была первая перезагрузка. Так, она пока еще в перезагрузке. Ладно, дождемся. Давайте последовательно делать, потому что ресурсов мало, и в параллельном режиме не хочу сейчас виртуалку еще запускать. Ну, перезагрузка должна быть одна всего. Да. Теперь, по идее, можно работать с Windows. То есть, как видите, где-то минуты 2 прошло, и у меня должна быть совершенно рабочая винда. Я надеюсь. 233. Наверное, она еще не до конца загрузилась, потому что диск у меня маленький, медленный. Возможно, сейчас не пройдет первый раз. Хотя вроде как по экрану система готова к работе. Да, вроде больше не перезагружается ничего. Ага. Так, пароль я указывал в форме. Вот, пошло. То есть сейчас я попал прямо в систему, с которой можно уже работать. Так, секундочку. Так, будем считать, что демонстрация прошла успешно. Сейчас мне нужно прерваться на одну секундочку. Сейчас я вернусь.